Дмитрий Дмитриевич Шостакович, наверное, одна из самых противоречивых фигур в мире советской музыки. Великий советский композитор, пианист, педагог, общественный деятель, народный артист СССР, доктор искусствоведения, секретарь Союза композиторов, почетный доктор Оксфордского университета, почетный член множества иностранных академий музыки. Он сказал свое слово практически во всех областях музыкального искусства, запечатлев при этом через призму собственного миропонимания сложный, противоречивый образ советской реальности. Не случайно советский дирижер Евгений Александрович Муравинский назвал композитора истинным летописцем нашего времени. Ведь сочинения мастера неразрывно связаны с социальными и нравственными проблемами. Но отношение к нему все же всегда было двоякое. Кто-то считает его незаменимым рупором советской пропаганды на Западе, ненавидевшим тоталитарный строй. Кто-то запуганным пессимистом со сломанной нервной системой. Кто-то приспособленцем, кто-то нравственным авторитетом интеллигенции советского периода. Кто-то считает, что он сделал просто блестящий бизнес по всем правилам советского общества. Кто-то не может ему простить, что он перестроил свою линию согласно требованиям партии. Причина всегда найдется. В этом видео зачитаю высказывания его коллег, композиторов, которые были не прочь высказать свое мнение о Шостаковиче. Дмитрий Дмитриевич всю жизнь был человеком легендарно скромным и относившимся ко всем людям с одинаковым тактом и уважением. Эти черты были особенно заметны тогда, когда он выходил на сцену после исполнения своих произведений. До конца жизни он был подвержен волнению, казался обеспокоенным реакцией публики. Кланялся он быстро, нервно, всегда нагибаясь по нескольку раз, и быстро убегал за кулисы. После какого-то из очередных выступлений делал руками знаки, что аплодисменты принадлежат исполнителям, что его роль уже окончена. Нервность Шостаковича проявлялась также в постоянных гримасах, в непрестанном поправлении очков, поглаживании волос, которые из-за этого вечно находились в беспорядке. При разговоре он проглатывал некоторые слова, другие же повторял по 2 раза. Говорил быстро, вполголоса, постоянно употребляя слова-паразиты, совершенно не связанные с произносимым суждением. Он стремился преодолеть застенчивость, и одним из средств для этого был алкоголь. Он не раз говорил, что выпивать свойственно многим творческим людям. Поговаривали, что, разговаривая с кем-нибудь, композитор нередко внезапно обрывал разговор и, как бы разволновавшись, мог на минуту выйти в другую комнату. Там он вынимал из кармана фляжку с коньяком, и это было для него так же свойственно, естественно, как бесконечное количество выкуренных сигарет. Вообще, круг интересов Шостаковича был довольно широким. Он страстно увлекался футболом, шахматами. Живя в Ленинграде в первые послереволюционные годы, он не пропускал ни одной премьеры советского или иностранного фильма. Он очень любил кино. Даже работал аккомпаниатором какое-то время, озвучивая немые фильмы. Однажды американский журналист Джошуа Куниц, который писал о Советском Союзе для американского журнала, спросил редактора газеты «Правда», почему политической мишенью всегда был именно Шостакович. «С кого-то нужно было начинать», – так ответил редактор. Он был самым знаменитым, и удар по нему дал бы немедленную отдачу. Его подражатели в музыке и вообще повсюду сидели бы и делали выводы. Более того, Шостакович настоящий художник, почти гениальный. За такого стоит бороться, его стоит спасти. Мы верили, что он крепкий. Мы знали, что вынесет удар. Шостакович знал, и все знали, что никакой злобы в нашей компании не было. Он знал, что не было намерения его уничтожить. Да, Шостакович был покладистым. Он делал как раз-таки то, чего от него хотели. Так, когда появилась статья в газете «Правда», Шостакович отреагировал таким образом. Он позвонил своему другу Исааку Гликману с просьбой, цитирую, подписаться на почтамте на газетные вырезки, относящиеся к его музыкальным сочинениям.
В течение 3 недель он собрал 78 страниц обвинений, которые молча изучал. Гликман упрекнул Шостаковича в духовном мазохизме, но композитор ответил, что у этого занятия есть конструктивная цель. «Так надо, отвечал он на это. Немного позже Платон Керженцев, председатель комитета по делам искусств, встретился с Шостаковичем и уверил его, что композитор выйдет из кризиса, если прислушается к политическим рекомендациям. И доложил Сталину, цитирую, «На мой вопрос, признает ли он критику полностью, он сказал, что большую часть он признает, но всего еще не осознал». Отношение коллег к Шостаковичу всегда было двояко, причем как иностранных, так и отечественных. Так, 19 июля 1942 года NBC транслировала Ленинградскую симфонию Шостаковича в исполнении симфонического оркестра под управлением Тосканини. Это было самое выдающееся событие для новой музыки эпохи радио. Многие из композиторов – Шонберг, Стравинский, Эйслер, Рахманинов, Хиндемит, Барток – также слушали эту трансляцию. Шонберг был резок, цитирую. «Надо сказать ему спасибо, что, сочиняя в таком духе, он еще не дошел до 77-й симфонии». Хиндемит также осудил недостойную ерунду. Барток же, который слушал радио дома в Нью-Йорке, позже просто-напросто высмеял Шостаковича. Он написал концерт для оркестра и включил туда аллюзию на Ленинградскую симфонию в 4-й части. Кларнет играет ускоренную карикатурную версию темы вторжения, написанную в духе болеро. Как и Хиндемит, Барток, по всей видимости, верил, что Шостакович позволил себе писать в чрезмерно упрощенной манере ради дешевого эффекта. Ни один из композиторов не осознавал, что первая часть Ленинградской симфонии – это сложная пародия. Летом 1948 года родилось одно из наиболее волнующих произведений Шостаковича. Композитор купил в книжном магазине тетрадь еврейских песен, собранных Добрушиным и Юдицким, и очень надеялся, что найдет в ней необходимый ему для работы еврейский музыкальный фольклор. На самом же деле сборник содержал стихи, переведенные с еврейского языка на русский. Эта поэзия очень взволновала Шостаковича, он принялся за сочинение песен. Поэзия представляла собой сцены из жизни бедных еврейских семей в общей, глубоко угнетающей атмосфере. В день рождения Шостаковича, 25 сентября 1948 года, 8 песен были исполнены у него дома. Было очевидно, что в ближайшее время произведение не имеет ни малейшего шанса на публичное исполнение, так как является выражением протеста против бушевавшей волны преследования евреев в Советском Союзе. Произведение ожидало премьеры 7 лет. Волна антисемитизма в Советском Союзе была в то время так сильна, что перед первым исполнением композитора засыпали письмами с угрозами. Молодой Эдисон Денисов писал, цитирую, «Был у Дмитрия Дмитриевича. Он очень огорчался, когда узнал о кампании против его еврейских песен. Он получил 2 анонимки, очень вульгарные, продался жидам. Сказал, что хотя анонимок никогда не читает, эти все же прочел, потому что они были короткие и напечатаны на машинке. И добавил, я всегда старался философски относиться к таким инцидентам. Однако никогда не думал, что это меня до такой степени возмутит». В 1948 году, кроме еврейских песен, не было сочинено ни одного крупного произведения. Удрученный критикой, Шостакович не мог работать и почти совсем изолировался от музыкальной жизни. Крыша спит на чердаке, под соломой сладким сном, в колыбельке спит дитя, без пеленок нагишом. Гоп-гоп, выше-выше, есть коза солому с крыши. Гоп-гоп, выше-выше, есть коза солому с крыши.
чердаке. Паучок вьет беду, радость он мою сосет, мне оставив лишь нужду. Гоп, гоп, выше, выше, есть каза солому с крыши. Гоп, гоп, выше, выше, есть каза солому с крыши. В 1950 году весь музыкальный мир отмечал 200-ю годовщину смерти Иоганна Себастьяна Баха. Главные торжества проходили в Лейпциге. В рамках празднеств было организовано множество концертов. Состоялось также торжественное перенесение останков Баха в подземелье церкви Святого Фомы. Дмитрий Шостакович был там в качестве одного из членов советской делегации, состоявшей из 27 человек. Он принимал участие во всех торжествах и концертах, также выступил с докладом, посвященным Баху, и был напечатан позднее в нескольких немецких журналах. В разговоре с немецкими коллегами он не скрывал своего восхищения хорошо темперированным клавиром Баха и намекнул, что стоило бы отважиться на попытку продолжить, как он сказал, цитирую, «эту фантастическую традицию». Немецкие композиторы выразили сомнение, что в 20 веке написание аналогичного цикла прелюдий и фуг вообще возможно. Но Шостакович уже все решил. В период с октября 1950 года по февраль 1951 он написал двухчастный цикл. В каждой части по 12 прелюдий и фуг. Но прием прелюдий и фуг оказался отнюдь не единодушным. Во время премьеры, где-то в середине концерта, началось обсуждение. Началось с удивления. Это должен был быть наш современный Бах, то есть музыка для народа. А вместо этого мы слышим произведение авангардистское, сложное. Для кого это, товарищ Шостакович? Не того мы от вас ждали. Но слово попросила Мария Юдина. Она начала защищать произведение. Она сказала, это гордость для нас иметь возможность играть эти чудесные прелюдии. Их будут исполнять пианисты всего мира. Где-то через месяц после премьеры опять завязалась дискуссия, в которой приняли участие композиторы, музыканты-исполнители, критики и музыковеды. Большинство предъявили автору обвинения в возврате к формализму и декаденству, а некоторые фуги прямо называли обыкновенной какофонией. Среди резко критикующих оказались Мариан Коваль, а также Кабалевский, Нестьев, Скрипков и другие советские критики и композиторы. Лишь немногие защищали новое произведение Шостаковича. Прежде всего это были его ученики и пианисты Юдина и Николаева. Споры длились еще много месяцев и затихли только тогда, когда Татьяна Николаева, которая с воодушевлением разучивала прелюдии и фуги еще во время их создания, завоевала большой успех, впервые исполнив весь цикл в 2 концертах. Но не все ученики все-таки поддерживали своего учителя. Одной из его любимых учениц была Галина Уствольская, но она, в свою очередь, в 1994 году написала о нем заметку. Цитирую. «Я пишу эту заметку для того, чтобы, наконец, утвердилась правда в отношении моих отношений с Дмитрием Дмитриевичем Шостаковичем и утвердилась правда о самом Шостаковиче как композиторе и человеке. Со своей стороны я бы хотела сказать, никогда, ни в какие времена, даже в учебные годы в консерватории, которые я проводила в классе Дмитрия Дмитриевича, его музыка мне не была близка, как и сама личность Дмитрия Дмитриевича. Я бы жестче сказала, резко не принимала его музыку, как и в последующие годы, и, к сожалению, сама личность Дмитрия Дмитриевича только усугубляла мое тяжелое, отрицательное отношение к нему. Подробно писать на эту тему, я считаю, не нужно.
Одно остается очевидным. Такая, казалось бы, выдающаяся фигура, как Шостакович, для меня не являлась выдающейся, наоборот, тяготила и убивала мои лучшие чувства. Я просила Бога, чтобы Он дал мне силы для творчества, и сейчас я молю Бога о том же. 1 января 1994 год. От себя, к слову, добавлю, что Уствольскую всегда глубоко ранило, что даже в свои 80 лет ее продолжают постоянно называть ученицей Шостаковича. Она писала об этом так, цитирую. «Почему о Щедрине не говорят, что он ученик Шапорина? О Слонимском, что он ученик Евлахова? Почему обо мне только и слышно? Ученица Шостаковича, аспирантка Шостаковича. Да, она видела, что большинство музыковедов и журналистов во всем мире отказываются признать ее независимое существование. И это подтолкнуло Уствольскую на отчаянный шаг – публикацию откровенных материалов о Шостаковиче в книге Гладковой «Музыка как наваждение». Неприятие Уствольской не только личности, но и творчества Шостаковича подтверждает также и следующий документ, подписанный рукой Уствольской. Письмо к ней от 25 августа 1994 года. Немного процитирую. «Дорогая Галя, мне хотелось бы со своей стороны сказать, что я думаю о Шостаковиче. Шостакович, как мне кажется, нашел некий философский камень, позволяющий ему сочинять в огромном количестве очень посредственную музыку и казаться при этом гением не только другим, но и самому себе. Эту возможность предоставила ему диалектика. Она же дала ему и другую, не менее блестящую возможность – подписывать десятки партийно-директивных статей в центральной прессе, подписывать политические доносы, сидеть в президиумах рядом с бандитами и голосовать за любое бандитское предложение с проворством щедринского болванчика и в то же время слыть символом внутреннего сопротивления режиму не только в советско-либеральных кругах, но и в собственной душе. А за границей я уже не говорю, она мало что понимает в наших российско-советских делах. Мне кажется, что Господь Бог судит человеческие поступки и дела, а не намерения и побуждения. Дела же таковы. Носимая Шостаковичем маска распятого страдальца нисколько не помешала ему делать блестящий бизнес по всем правилам советского общества. Он был, несомненно, козырной картой партийной идеологии. Циничные и все понимающие московские и ленинградские интеллигенты охотно прощали ему подписи под идеологически директивными статьями. Это не он писал, только подписывал, его заставили и так далее. Но у меня есть и другая сторона. Что должны были думать молодые люди в Кемерово, Семипалатинске, Челябинске, читая эту дрянь? Она ведь подписана не каким-то неизвестным партийным барбосом, а общепризнанным гением, да еще и музыкальной совестью в придачу. Значит, это все истина. Горе тому, кто соблазнит хотя бы одного из малых сил. О произведениях Шостаковича часто говорят такие слова, как музыкальная драматургия, музыкальная проза и прочее. Но никто не произносит при этом слова журналистика, занимательное чтиво, хотя во многих случаях они были бы уместны. Никто не может отнять у Шостаковича то, что ему дал Бог – способность из музыкального мусора создать что-то индивидуальное, легкость сочинительства, феноменальный трудолюбие и слух, театрально-драматургическая изобретательность, парадоксальность. Филипп Бершкович назвал однажды Дмитрия Дмитриевича «халтурщик в трансе». Хотя это и сказано зло, но содержит в себе некую истину. Действительно, музыка Дмитрия Дмитриевича содержит в себе оба компонента – халтуру и транс. Транс отрицать невозможно, иначе осталась бы одна халтура, и не было бы никакого Шостаковича. Он обладал уникальной способностью впадать в транс посредством халтуры, что и возвышает его над большинством его советских коллег. Они в транс не впадали, а часто попросту хрюкали. А через месяц в новом письме к Уствольской Суслин добавил, цитирую: «Дорогая Галя,
То, что я вам написал в письме от 4 августа о Шостаковиче, есть прежде всего попытка понять, что же отталкивает меня в этой музыке. Шостакович – моралист. Шостакович – совесть русской музыки, давно уже кажется мне фигурой очень сомнительной. Слишком велика здесь пропасть между словами и делами. Я не знаю, кого из больших композиторов прошлого можно было бы назвать совесть немецкой музыки или совесть итальянской музыки. Очевидно, ни Бах, ни Бетховен, ни Монтеверди, ни Палестрина не подходят под это определение. Многие из них каждодневно работали для церкви, и их моралью было делать эту работу как можно лучше. Смешно называть их моралистами. Они сами были воплощенной моралью, совестливейшими работниками во славу Господа и во славу своего искусства, даже тогда, когда сочиняли свои паванны и минуэты. Моралисты в музыке появляются тогда, когда из жизни уходит мораль. Это становится вполне очевидным. Если мы попробуем сравнить нравственность, скажем, Римского, Корсакова или Бородина с нравами некоторых отпрысков советской эпохи в музыке, Хренников, например. Величины не просто разные, но несоизмеримые. Пушкин, Глинка, Чайковский могли кутить и вести беспутный образ жизни. Но подонки среди людей этого времени попадались несравненно реже, чем в 20 веке. Поэтому я считаю вполне справедливым назвать Шостаковича музыкальной совестью эпохи, лишенной всякой совести. Ответ Уствольской был следующий, цитирую. «Опять, как и в предыдущем вашем письме, согласна с вами во всем. Ваша Галя». Суматоха, вызванная 10-й симфонией Шостаковича, имела большое значение для советской музыкальной жизни 50-х годов. Ведь обсуждалось первое возникшее после 1948 года произведение, которое нарушало требования, определенные в постановлении об опере «Великая дружба» и на съезде Союза композиторов. Окончательная положительная оценка 10-й симфонии свидетельствовала о том, что в советской музыкальной и культурной жизни постепенно начали происходить определенные изменения. Но путь к этому был непростой. Хотя тем же временем на Западе, и особенно в Соединенных Штатах, 10-я симфония сразу же была признана одним из значительнейших симфонических произведений XX века. Она быстро приобрела популярность и во многих европейских странах. Так музыковед Виктор Ванслов высказывался о Шостаковиче критически, и о 10-й симфонии он писал так, цитирую. «Глубокий психологизм симфонии Дмитрия Шостаковича сводится преимущественно к выражению различных оттенков человеческого страдания, ужаса, мрака или образов гротескных, карикатурных. В симфонии Шостаковича почти нет героики, нет образов природы, любви. Мир не таков, каким его показывает нам Дмитрий Шостакович. В 10-й симфонии Дмитрия Шостаковича дается ошибочное решение коренных проблем жизни. Советский композитор Иван Держинский, который когда-то поддерживал с Шостаковичем даже дружеские отношения, вообще поставил знак вопроса не только над 10-й симфонией, но и над ее автором. Цитирую. «Когда здесь говорят о Шостаковиче, который, дескать, благодаря яркой индивидуальности сумел на протяжении многих лет, преодолевая трудности, сохранить свое лицо, то, мне кажется, при этом забывают о многих других композиторов, которые также сохранили и сохраняют свое лицо по сей день, двигаясь вперед. Это Соловьев-Седой, Кабалевский, Хачатурян, Баланчивадзе, Хренников и другие. Этот композитор, чья карьера началась после премьеры «Тихого Дона», некогда столь любимого Сталиным, отзывался о Шостаковиче еще и в таком духе, цитирую. «Одна из самых страшных бед для искусства – нивелировка, подгонка под один образец, хотя бы и лучший. Такой подход к работе над произведением стирает индивидуальности, порождает шаблоны, подражательство, тормозит развитие творческой мысли, лишает искусства радости исканий».
Никита Сергеевич Хрущев любил встречаться с интеллигенцией. Эти встречи всегда имели чисто пропагандистский характер. На таких встречах у Хрущева бывали Твардовский, Солженицын, Шостакович, Евтушенко, и случалось, что доходило до настоящих дискуссий. Тем не менее, в музыкальной жизни перемены наступали медленно, поскольку Хренников заботился о том, чтобы консервативные силы удерживали свои позиции. Но однажды случилось даже так, что Хрущев устроил Шостаковичу скандал по поводу концерта самодеятельности, на котором среди прочих выступили джазовые коллективы, разгневавшие главу правительства. Первый секретарь орал на Шостаковича, что вообще не подозревал его в таком безвкусии. И в результате джаз оказался официально исключен из советской музыкальной жизни. Позже на встрече руководителей партии и правительства с деятелями литературы и искусства, организованной 8 марта 1963 года, Хрущев сказал, цитирую: «Я видел русские, украинские, казахские и другие танцы. Это красивые танцы, смотреть их приятно. А то, что называют современными модными танцами, это просто какие-то непристойности, исступления, черт знает что. Говорят, что такое неприличие можно увидеть только в сектах трясунов. Не могу подтвердить, так как сам никогда не был на сборищах трясунов. Оказывается, что среди творческих работников встречаются такие люди, которые пытаются доказать, что будто бы мелодия в музыке утратила право на существование, и на смену ей приходит новая музыка, додекафония, музыка шумов. Нормальному человеку трудно понять, что скрывается за словом додекафония, но по всей вероятности то же самое, что и за словом какофония. Так вот, эту самую какофонию в музыке мы отметаем начисто. Наш народ не может взять на свое идейное вооружение этот мусор». Никита Хрущев, сменивший Сталина на посту генерального секретаря Компартии, предложил возглавить Шостаковичу союз композиторов, и вскоре после этого он стал кандидатом в члены партии. Хотя до этого Шостакович поклялся друзьям, что никогда не вступит в организацию, использующую террор для достижения своих целей. Теперь же он давал противоречивые объяснения, которые привели к тому, что он изменил свое мнение. Так в разговоре с Гликманом он, плача, говорил, цитирую: «Они годами преследовали и травили меня». Советский музыковед Лев Лебединский заявлял, что слышал, как он говорил: «Я до смерти боюсь их, я жалкий алкоголик, и я был проституткой, я проститутка и всегда буду ею». Хотя, возможно, Шостакович просто ожидал, какие серьезные последствия у него будут в случае отказа от должности или членства в партии. Несмотря на подобные выступления Хрущева, в музыкальной жизни время от времени происходили значительные события, и одним из первых признаков перемен был приезд Леонарда Бернстайна с Нью-Йоркским оркестром, который состоялся в 1959 году. В программе концертов великого дирижера среди прочих произведений присутствовали произведения Стравинского «Весна священная» и его фортепианный концерт. А через 3 года, после почти 50-летнего отсутствия в Россию, прибыл сам Игорь Стравинский. Визит отца модернизма на родину имел огромное значение, в том числе и политическое, ведь Стравинский всю свою жизнь не скрывал ненависти к большевикам и их идеологии. И именно по этой причине он в 1925 году отклонил официальное приглашение Анатолия Луначарского. В конце 40-х годов массированные атаки на Стравинского достигли своего апогея. Советский музыкальный критик Асафьев говорил о Стравинском как о молотобойце русской мелодии. Музыковед Григорий Шнейрсон писал о его затхлой реакционности, а Хренников – о затхлой атмосфере, в которой пребывает этот композитор. В 1951 году Нестев в статье «Долларовая какофония» вообще заявлял, что Стравинский, цитирую, «оголтелый проповедник буржуазных модернистов».
Точно такие же выражения мы слышим о творчестве тех людей, которые уехали и не поддержали правительство России в войне с Украиной. А что же со Стравинским? Стравинский приехал в Советский Союз по приглашению Хренникова, который вашим-нашим, но тут уже быстро приспособился к политическим изменениям. Во время пребывания композитора в Москве и Ленинграде его окружали крупные музыканты – Мария Юдина, Кара Караев, Арам Хачатурян, но не было только Шостаковича. В день прилета Стравинского в Москву он находился в Ленинграде, участвуя в праздновании столетия консерватории, и послал Стравинскому оттуда телеграмму, приветствуя прославленного композитора на родной земле. Однако им все же довелось встретиться, и даже 3 раза. В первый раз они мимоходом увиделись на концерте Стравинского в Большом зале консерватории. Затем они встретились во время торжественного обеда, на котором по приглашению министра культуры Фурцевой присутствовали несколько избранных композиторов. Арам Хачатурян рассказывал, что неоднократные попытки Стравинского завязать беседу с Шостаковичем не давали результата. Шостакович разговора с ним не поддерживал. Уже казалось, что из встречи ничего не получится, когда Стравинский вдруг у него спросил: «Вы любите Пуччини?» Шостакович ему ответил: терпеть не могу, что вызвало нескрываемую радость Стравинского, и диалог как-то наладился. О третьей их встрече, состоявшейся перед отъездом Стравинского, Роберт Крафт писал следующее, цитирую: «10 октября 1962 год. Поначалу Шостакович заводит разговор на общие темы, а потом внезапно, как робкий ученик, выпаливает, что симфония псалмов ошеломила его, когда он услышал ее впервые, что он сделал ее переложение для фортепиано и хотел бы подарить Стравинскому. Желая оплатить за комплимент, Стравинский говорит, что в какой-то степени разделяет его огромное уважение к Малеру. В этот момент Шостакович начинает оттаивать, но тут же снова становится натянутым, когда Стравинский продолжает свою мысль. Но нужно пойти дальше Малера. Знаете, Венская тройка тоже его обожала. Шонберг и Веберн дирижировали его произведениями. Под конец вечера Шостакович делает потрясающее признание, что хотел бы последовать примеру Стравинского и дирижировать своей музыкой. «Только не знаю, что делать, чтобы не волноваться», — дополнил он. Двух композиторов разделяла пропасть в политических и эстетических взглядах. К тому же существовали факты, которые в принципе делали их отношения невозможными. Когда-то еще в конце 30-х годов Стравинский очень критически отозвался о его 5-й симфонии и даже дошел до утверждения, что Сталин не без основания осудил его «Леди Макбет». Со своей же стороны Шостакович действительно восхищался некоторыми сочинениями Стравинского, но в худшие годы террора высказался о нем весьма отрицательно. Не складывались у Шостаковича отношения и с Прокофьевым. Шостакович и Прокофьев – 2 гиганта советской музыки, никогда не могли до конца понять друг друга. Они встречались лишь изредка и периодически критиковали друг друга в разговорах с коллегами. Прокофьев мог заявить, что у Шостаковича наблюдается дефицит мелодий, а Шостакович упрекнуть Прокофьева в привычке отдавать оркестровку своих произведений коллегам. А однажды Николай Набоков подслушал исторический диалог композиторов. Итак, Прокофьев говорит: «Вы знаете, я засел за работу над моей 6-й симфонией. Я написал 1-ю часть, и теперь пишу 2-ю с 3 темами. 3-я часть, вероятно, будет в сонатной форме. Я чувствую необходимость компенсировать отсутствие сонатной формы в предыдущих частях». Шостакович на это ответил следующее: «А что, здесь всегда такая погода?» Дмитрий Дмитриевич умер 9 августа 1975 года. Через отношение к смерти Шостаковича советские власти в очередной раз показали свое истинное лицо. Смерть композитора наступила в субботу вечером. В воскресенье эту весть распространили агентства печати, радио и телевидение всего мира. А вот зато газета «Правда» опубликовала сообщение только во вторник,
причем некролог был напечатан на 3-й странице. На 1-й разместилась информация о жатве, о достижениях шахтеров, о передаче комбайна заслуженному механизатору, но не о потере мировой музыки. В 60-х годах молодые музыканты активно сопротивлялись партийным ограничениям. И про те годы София Губайдуллина рассказывала следующее, цитирую. «Наше разочарование не знало границ. Мы недоумевали, почему в тот момент, когда политическая ситуация стала менее строгой, когда наконец стало возможным сохранять свои принципы, Шостакович пал жертвой официальной лести». И уже гораздо позже Губайдуллина сказала, что начала лучше понимать, что пережил Шостакович. Спасибо, что посмотрели. Ставьте лайк, если информация оказалась для вас полезной и интересной. Подписывайтесь на мой канал, смотрите другие мои видео. Всем пока!